После смерти мы не исчезаем, а отправляемся дальше. Эти слова заставляли людей содрогнуться, их не хотели слушать, их боялись публиковать. Евгений Левинцов утверждал, что душа после смерти не остается в этом мире, но и не растворяется в небытии. Она перемещается, но куда? И что ее там ждет? В своих исследованиях он пытался разобраться, как устроен этот процесс. Его открытия были настолько шокирующими, что их предпочитали замалчивать. Официальная наука игнорировала его труды, религиозные структуры объявили их опасными, а власть не хотела, чтобы люди знали об этом. Но если его слова правда, значит, вся наша жизнь не то, чем кажется. Что же узнал Левинцов? Почему его открытия пытались уничтожить? И почему его идеи так опасны для современного мира? Что происходит с душой в момент смерти? Что чувствует человек в последние секунды жизни? Момент смерти окутан тайной. Люди, пережившие клиническую смерть, рассказывают о странных видениях, ярком свете, ощущении выхода из тела. Но почему один человек чувствует спокойствие, а другой — страх и темноту? Евгений Левинцов утверждал, что этот процесс не случайен, а является четко организованным переходом в другую реальность. По его словам, душа не остается в теле до конца. Когда физическая оболочка умирает, энергетическая структура человека начинает вибрировать с другой частотой, постепенно разъединяясь с материальным миром. Именно поэтому многие чувствуют, как парят над своим телом, как смотрят на себя со стороны. Как душа осознает, что она покинула тело? В первые секунды после смерти происходит переход. Человек осознает, что его физическое тело уже не двигается, но сознание остается ясным, четким. Некоторые начинают слышать голоса, видеть фигуры, которые забирают их в иной мир. Почему одни видят свет, а другие — темноту? Левинцов утверждал, что переход души зависит от ее состояния в момент смерти. Если человек жил осознанно, был добр, спокоен, его энергия легкая, он видит яркий свет, ощущает теплое спокойствие. Если же человек испытал тяжелые эмоции перед смертью, жил в страхе, не верил в загробную жизнь, его сознание попадает в состояние хаоса. Для таких людей переход становится болезненным, их охватывает паника, темнота, замешательство. Что происходит после первых секунд? Левинцов утверждал, что в этот момент душа начинает свой путь. Она больше не принадлежит материальному миру, но куда она отправляется дальше? Некоторые души застревают в этом мире, они не понимают, что умерли, или не хотят уходить. Они могут оставаться рядом с местами, где жили, пытаться контактировать с живыми, но их не слышат. Но большая часть душ отправляется в путешествие. Планета переселения – миф или реальность? Левинцов был уверен, душа не просто исчезает, а она переходит в иное измерение. Он говорил, что существует специальное место, где души проходят адаптацию. Но самое главное, он утверждал, что мир после смерти не один. Некоторые души отправляются в иные сферы, другие — на другие планеты, в другие миры. Это не выдумка, об этом говорят древние тексты, многие философы прошлого, мистики и эзотерики. Но почему эта информация стала опасной? Почему его труды пытались скрыть? Что если нам лгали о том, что происходит после смерти? Если душа действительно перемещается в другие измерения, значит, вся картина мира меняется. Что если наша планета не единственное место, где рождаются души? Если смерть — это всего лишь переход на новую ступень существования? Почему наука и религия отвергают эти идеи? Левинцов утверждал, что человечеству не дают знать правду, потому что это разрушит привычную систему. Люди перестанут бояться смерти, перестанут быть управляемыми. Ведь если смерть не конец, а лишь этап, значит, мир устроен иначе, чем нам внушали веками. Что ждет нас за границей жизни? Левинцов говорил, они ждут нас.
Мы не исчезаем. Мы просто продолжаем путь. Но куда ведет этот путь? И что ждет душу, когда она покидает земной мир? Куда уходит душа? Планета переселения или иная реальность? Душа не исчезает, она отправляется дальше. Евгений Левинцов утверждал, смерти нет, есть только переход. После выхода из тела душа не зависает в пустоте, не растворяется, а продолжает свое существование. Но куда именно она уходит? Что ее ждет за границами жизни? Почему душа не остается на земле? Люди, пережившие клиническую смерть, часто описывают ощущение отрыва от тела, легкости, движения через туннель. Они чувствуют, что их куда-то тянет, что они попадают в новое пространство, которое невозможно описать словами. Левинцов считал, что это не случайность. Душа не может оставаться в мире живых, потому что она больше не принадлежит этому уровню реальности. Она должна идти дальше, но куда? Планета переселения, правда или фантазия? Левинцов был уверен, что душа не исчезает, а переходит в другое измерение. Он называл это место планетой переселения, особым миром, где души получают новые знания, очищаются, готовятся к следующему этапу своего существования. Он утверждал, что каждая душа проходит через этот этап, прежде чем снова воплотиться. Там нет физических тел, но существует энергетическая форма существования. На этой планете души встречаются друг с другом, обмениваются опытом, восстанавливают свою энергию. Древние учения подтверждают это. Левинцов приводил примеры из разных культур. В древних текстах многих цивилизаций говорится, что после смерти душа путешествует. В Древнем Египте верили, что после смерти человек попадает в загробный мир, где проходит испытание и очищение. В тибетской книге мертвых говорится, что душа проходит через несколько уровней реальности, прежде чем обрести новое тело. В индийских текстах рассказывается о духовных мирах, где пребывают души между воплощениями. Почему наука не признает этого? Официальная наука не может объяснить, что происходит после смерти. Физическое тело разлагается, но куда девается сознание? Левинцов утверждал, что сознание не умирает, а просто выходит на новый уровень бытия. Он приводил примеры из экспериментов с регрессией в прошлой жизни, когда люди под гипнозом рассказывали о своем пребывании в другом мире, между жизнями. Что происходит на планете переселения? По словам Левинцова, душа не просто отдыхает, но проходит процесс осознания прожитой жизни. Она видит всю свою жизнь со стороны, понимает, какие ошибки совершила, чему научилась. Она встречает другие души, с которыми была связана. Она готовится к следующему этапу, новому воплощению или переходу в более высокие миры. Но если это правда, почему нам этого не говорят? Если душа действительно путешествует между мирами, значит, наше понимание жизни полностью ошибочно. Значит, мы живем не одну жизнь, а просто проходим через разные формы существования. Левинцов утверждал, что это знание скрывали намеренно. Он говорил, что люди, которые понимают, что жизнь не заканчивается со смертью, становятся свободными. Они перестают бояться, перестают подчиняться системе, начинают искать свой собственный путь. Но что происходит после пребывания на планете переселения? Что ждет душу дальше? Ответ на этот вопрос Левинцов пытался найти в тайных учениях, забытых текстах, древних традициях. Но как только он приблизился к истине, его работы начали исчезать. Что же он узнал? И почему эта информация была настолько опасной, что ее пытались уничтожить? Тайные знания, которые скрывали веками. Что знали древние цивилизации о загробной жизни? Почему их учения уничтожали? Евгений Левинцов утверждал, что правда о переселении душ известна с древнейших времен. Но ее намеренно скрывали, стирали из истории, переписывали религиозные тексты, запрещали исследования. Почему?
Возможно, эта информация слишком опасна для власти. Древний Египет – путь души через космос. Жрецы Древнего Египта не просто верили в загробную жизнь, они описывали ее как процесс космического перехода. В книге мертвых говорится, что после смерти душа выходит за пределы Земли, проходит через звездные врата и отправляется в иные миры. Они верили, что каждая звезда – это точка входа в другой мир. Но почему эти знания исчезли? Индийские тексты – путешествие через другие измерения. Веды, Упанишады, Бхагавад-гита – все эти тексты говорят, что душа покидает физический мир и продолжает существование в иных реальностях. Левинцов находил в этих учениях поразительные совпадения с тем, что он сам открыл. Но что произошло с этими знаниями? Почему сегодня официальная наука отвергает их? Христианство – изначальная идея реинкарнации. Мало кто знает, но в ранних христианских учениях присутствовала идея переселения душ. В Евангелиях говорилось, что человек может прожить несколько жизней, чтобы очистить свою душу. Но в IV веке, когда церковь получила политическую власть, эта информация была стерта. Почему? Возможно, потому что знание о переселении душ делает людей свободными. Человек, который не боится смерти, становится неконтролируемым. Наука знала, но молчала. Левинцов утверждал, что в 20 веке ученые уже получили доказательства жизни после смерти. Эксперименты с гипнозом, регрессией в прошлой жизни, околосмертные переживания – все это указывало, что сознание продолжает существовать. Но официальная наука игнорировала эти открытия. Почему? Возможно, потому что признание загробного мира навсегда изменило бы общество. Что если правда была рядом все это время, но нам ее не показывали? Если Левинцов был прав, то наше понимание жизни и смерти полностью ошибочно. Душа не исчезает, не растворяется, она путешествует. Но куда ведет этот путь? И почему Левинцов был уверен, что эта правда скоро откроется всему миру? Если это правда, что это значит для человечества? Если душа действительно продолжает существовать после смерти, то наша реальность устроена совершенно иначе, чем мы думали. Левинцов утверждал, человек – это не просто физическое тело, а нечто гораздо большее. Смерть – это не конец, а лишь этап в бесконечном пути души. Если это так, то многие аспекты нашей жизни теряют смысл. Как изменится мир, если люди узнают правду? Страх смерти исчезнет, люди перестанут бояться конца жизни, осознавая, что впереди их ждет другой мир. Религии потеряют контроль, если душа свободна и продолжает свое существование, значит, никто не вправе диктовать, как человек должен жить. Наука изменится навсегда, ученые будут вынуждены признать, что сознание выходит за рамки физического мира. Что ждет душу после смерти? Левинцов был уверен, у каждого есть свой путь. Душа либо возвращается в мир живых, либо отправляется в новые измерения. Он утверждал, что будущее человечества зависит от того, когда эта правда будет раскрыта. Почему эту информацию скрывают до сих пор? Если люди перестанут бояться смерти, подчиняться, жить в рамках навязанных догм, то власть потеряет над ними контроль. Человечество выйдет на новый уровень сознания, станет свободным. Но готовы ли мы к этому знанию? Левинцов говорил: правда откроется, когда люди будут готовы ее принять. Возможно, этот момент уже близок.